Привет, дружище или подруга. Добро пожаловать на мой курс подготовки к ЕГЭ по обществознанию. Меня зовут Григорий, Гриша, это я. А вот и здравствуйте. Ребята, сколько раз я уже пытаюсь записать это приветствие. Просто вы посмотрели. Очень много. У нас сегодня стартует курс, на котором мы будем готовиться, на котором будет очень много теории, практики, всего, чтобы ты сдал экзамен. Немножко расскажу о себе, и потом будем стартовать. Все будет круто. Значит, про меня. Я сам сдал ЕГЭ по обществу на 98 баллов, поступил в МПГУ, учусь на учителя обществознания. Я счастлив. Ну что ж, не будем о грустном. Давайте переходить к нашему сегодняшнему уроку. Только перед этим скажу о том, что, чувак или подруга, конспектируй, обязательно конспектируй. Это очень важно. Вот сейчас бери тетрадку и начинай записывать. Первая тема, сейчас назовем. Конспектировать обязательно. Материала будет супер-мега много. У нас будет порядка 70 занятий. Это просто дофига. ЕГЭ по обществу очень большое. Поэтому конспектируй. Все, что я сейчас скажу, будет на экзамене. Это пригодится, черт возьми, на экзамене. Поэтому конспектируй, записывай. Это супер важно. Let's go. У нас первые темы на нашем курсе будут из блока «Человек и общество». Или «Человек в обществе». Они называются «Природное общественное в человеке» или «Биосоциальная сущность человека» и «Потребности». Но пока запиши, сделай такой, знаешь, заголовок. Первую тему «Природное общественное в человеке». Ребята, также хочу сказать, что обязательно, просто обязательно вам нужно будет делать домашки и проверять сами себя. Я в своем телеграм-канале оставляю файлы с домашками, там будут номера тестовой части, номера второй части. Практика — это крайне важно в ЕГЭ по обществознанию. Вы придете, и это у вас будет на экзамене. Прошли тему, послушали меня, поконспектировали, пойдите, сделайте домашку, а потом пройдите себя. В ТГ-канале, а также в группе ВКонтакте будет файл с домашкой, ответы. Ни в коем случае не пропускайте, решайте. Let's go, приступать к теме. Ну что, погнали. Первое, что мы узнаем на пути к очень крутым баллам на ЕГЭ по обществу, это первые термины, с которыми нужно будет ознакомиться. Это антропогенез, происхождение человека как биологического существа. Тут говорится о человеке с биологической точки зрения. Антропогенез – происхождение человека. Как человек стал тем, кем он есть сейчас. Чисто с биологической точки зрения, не учитывая социальную сторону. Есть другое слово – социогенез, уже наоборот, которое означает уже становление общества. Того, как люди впервые объединяют сначала в стаи, потом в коллективы, да, когда у них появлялись первые возможности коммуницировать, первые взаимодействия людей, да, первые общины создавали, все типа такого. Социогенез, происхождение общества. Окей. Смотри, в какой-то момент ученым, которые всем этим занимаются, стало скучно, и они решили сложить два определения. Антропогенез и социогенез. Что у них получилось? Слово антропо, социогенез. Что означает происхождение человека и общества. То есть человека и как биологического существа, и также, когда мы говорим и про становление общества, про то, как люди начали взаимодействовать, общаться и все такое. Антропосоциогенез. Окей. Отметь первые важные вещи. Давай двигаться дальше. Нам очень важно понимать. Это будут какие-то тестовые части. Наверное, знаешь, что эти задания, где нужно будет там выбрать правильные цифры, под которыми находятся разные суждения. Короче, это суждение будет верным, и это то, что нам первое нужно осознать. Что человек является результатом и биологической, и социокультурной эволюции. То есть человек и как организм эволюционировал, и как социальное существо, и как, скажем так, личность. Сильное слово. Но, да, верно, то есть означающее индивида с социальной стороны. Мы про это будем много говорить. Окей, let's go, рассмотрим про то, какие есть теории. Теории происхождения человека, теории появления первого человека. Их базово выделяют три. Это первая теологическая, религиозная. Она очень простая. Суть. Человек создал Бог. Вот. Причем какой Бог? Не уточняется. Теологическая, религиозная теория происхождения человека. Есть эволюционная, дарвинизм, о том, что был дяденька, звали его
Чарльз Дарвин, который придумал свою теорию, что человек произошел от обезьяны, эволюционировал до Homo sapiens и стал разумным. Вот. Но мы произошли от древних обезьян. И есть теория вот этого вот Деда Мороза, которого зовут Карл Маркс, был у него еще друган, звали его Энгельс, и они сделали такую теорию, которая называется трудовая, она же материалистическая. О чем эта теория? Это, короче, примерно похоже на то, что говорил Дарвин, тоже утверждает, что человек произошел не от Бога, они вообще отрицали Бога, говорят о том, что, типа, человек произошел от обезьяны. Но при этом они особый акцент делали на труде. То, что вот обезьяна трудилась, вот обезьяна в процессе труда, у нее развился мозг, прямохождение, появилась речь и все такое. И именно поэтому человек стал человеком. Может быть, даже, знаешь, короче, есть такое выражение, что типа труд сделал из обезьяны человека. Поэтому убери свой телефон и иди готовиться к ЕГЭ по обществознанию. Ладно, сорян. В общем, да, вот про это говорил Карл Маркс. Вот такие вот 3 теории. И это, кстати, первое, что мы занесем в номер 24. Сегодня у нас в конце урока будет небольшая практика, мы ознакомимся с первым заданием второй части, номером 24. Это запиши, и, конечно, предыдущий надо было записывать. Это все очень важно. Окей, let's go дальше. Про отличия человека от животного. В чем они заключаются? Чем человек отличается от животного? Что есть у нас, при этом нету у других живых существ. Первое, тоже, кстати, очень важно, конечно, записывай. Наличие мышления и словесной речи. Это есть способность мыслить, проводить такие мыслительные операции, разговаривать есть только у человека, больше ни у кого. Целенаправленная деятельность. Мы будем про это говорить подробно в следующем уроке, про то, что... Точнее, даже на следующем уроке. Про то, что есть деятельность. И она отличается от просто хаотичных, неосознанных действий. Чем? Тем, что она осознанна, черт возьми. Тем, что человек, когда занимается деятельностью, он, во-первых, отдает себе отчет, что он делает. Во-вторых, это целенаправленно, мотивировано. Да? То есть человек способен полностью осознавать деятельность, ставить цели, достигать их, в отличие от животных. Окей. Изготовление орудия труда. Смотри, какая тут штука. Во-первых, да, про то, что такое орудие труда. Это то, что создано человеком для того, чтобы упростить себе выживание. Вот, может быть, играл, короче, в игру Майнкрафт, и там был вот это вот, типа, кирку можно было сказать, это вот с этим, вот это вот похоже, короче. Значит, про орудие труда. Как могут запутать? Смотри, могут написать, типа, использование, только не орудия труда, а различных, короче, природных объектов для выживания. Это то, что будет и у человека, и у животного. Редко, но бывает такая формулировка, встречается в тестах. Что, короче, использование. Да, вот использование это будет чисто биологическое, потому что животные тоже могут. А вот изготовление, то есть сделать орудие труда, взять палку, взять камень, скрестить их и получить из этого что-то типа кирки, это уже фича человеческая. И финально здесь. Наличие не только биологических, но и социальных и духовных потребностей. Мы сегодня про это скажем, чуть позже по занятию будем говорить про то, что есть разные виды потребностей. И вот у человека и у животного есть потребности биологические. Те, что необходимы нам для выживания, те, что обуславливаются природой, а есть социальные и духовные. Есть такие только у человека. Попозже скажем, что это за такие потребности социальные и духовные. Пока просто запиши, чуть попозже скажем, что это такое. Вот. Только есть у человека. Вот. Окей. Давай двигаться дальше. Короче, еще важная штука про то, что да, у человека есть биологическая сущность и социальная сущность. Давай скажем, что нам относят к биологической сущности человека, что является проявлением того, что мы унаследовали от животных. Первое – это анатомо-физиологические черты. То есть руки, ноги есть как у человека, так и у некоторых живых существ. Тут мы никак на это не повлияли, тут человек никак, я имею в виду в социальном плане, никак этого не достигал, поэтому чисто биологическая сущность в этом проявляется. Рефлексы и инстинкты. Вот это спорная вещь. Смотри, в ЕГЭ по обществу нам говорят категорично, прямолинейно, как и много чего еще будет, категорично и прямолинейно, что у человека есть рефлексы и инстинкты, хотя в современном мире мнения расходятся. Есть ли у человека рефлексы и инстинкты, или их нету. В общем, спорное мнение. Но в ЕГЭ по обществу они есть, запиши. Да, ну как примеры, есть, например, материнский инстинкт. Есть инстинкт самосохранения. Наверное, слышал. Окей. Еще уникальный набор генов. Что есть, опять же, у человека и у других живых существ. Да, то, что нас отличает, да, от другого живого существа. Наш уникальный набор
генов, у каждого свой. Хорошо. Ну и теперь про социальную сущность. Скажем, да, о том уже, что выражает человека не как животное, не как, скажем так, наследника обезьяны, а уже как личность, уже как существо, которое способно, да, к интеграции в общество. Окей, первое, это способность к творчеству. Значит, то, что человек может осознавать окружающий мир и переносить его в образах, да, делать музыку, делать картины, писать стихи и так далее. Человек переносит реальность в образах, да, в художественных образах, в виде творчества, да, вот все, что он мыслит, все, что он видит, осознает в окружающем мире. Сознание и разум – тоже спорная тема. Может быть, знаешь, есть такие исследования, которые показывают то, что у дельфинов, например, могут быть зачатки сознания. Как доказательство, что типа они могут себя в зеркале узнавать. Или про собак говорят то, что у них тоже есть зачатки сознания. Но, опять же, на ЕГЭ по обществу у нас чисто, прямолинейно сознание и разум. Только у человека. У животных сознания нет. Вот так вот просто говорят на ЕГЭ по обществознанию. Окей. И финальная вещь про социальную сущность – это способность и готовность к общественно полезному труду. Это про что? Это про то, что труд чисто как социальная вещь. Да, потому что труд, он для людей, он с людьми, и готовность к труду, опять же, к осознанному труду, к целенаправленному, это социальная сущность человека, чего, конечно, нету у животных. Они не способны осознавать свои действия, они не способны именно вот так вот мотивированно, да, трудиться. А если это неосознанно, не мотивированно, это не труд. Это просто, да, будет хаотичное действие для выживания, скорее будет проявлением инстинктов или рефлексов. Вот, хорошо, давай двигаться дальше. Давай скажем так критерии, по которым мы сможем отличить. Да, у нас будет тестовая часть, сейчас мы это посмотрим. Тестовая часть, и там нас будет спрашивать, типа, скажите, а как вы думаете, вот, например, такая-то вещь, это социальная сущность человека или биологическая? И если вдруг мы стали в ступор, не помним, это куда относится, как можем это отличить? Социальная сущность, она воспитывается. Условно, вернемся сюда. Творчество в человеке можно воспитать. Раньше сознание и разум. Сознание вряд ли воспитывается, а разум, да, тоже. Спорьте, как трактовать это слово, разум. Вот. Что вот второе так. Сложно сказать, что воспитывается. Но вот творчество, полезный труд, да, то есть качество трудолюбия, воспитывается смело, легко и только в путь. Поэтому мы можем вот по такому критерию судить, что социальная сущность – это то, что воспитывается в человеке. То, что можно воспитать. А условно взять любой из них, вот из этих вот вещей без биологической. Рефлексы. Можно ли их инстинкты воспитать? Вряд ли. Анатомные черты. Нет, мы с ними рождаемся. Уникальный прогресс. То же самое, мы с ними рождаемся. Поэтому, конечно, это не воспитывается. Вот, поэтому то, что воспитывается, то является социальным. Вот так вот просто. Окей, ну и финальная вещь в теме биологическая и социальная в человеке – это общие черты человека и животного. Опять же, пригодится и в тестовой части, и во второй, обязательно запиши. Значит, какие есть общие черты человека и животного? Первое – это совокупность биологических потребностей, пища, сон и так далее. Так как мы уже сказали, биологические потребности, сейчас мы их, во-первых, разберем, а во-вторых, чуть-чуть я зашел уже про это, сказал, что это то, что необходимо для выживания организма. То, что обязательно, да, есть у человека для того, чтобы он выживал. То, что мы переняли у животного мира. То, что есть и у нас, и у животного мира. Вот так вот. Потом еще есть инстинкты, то есть, да, какая-то неосознанная реакция, неосознанное действие, опять же, да, например, инстинкт самосохранения, когда у человека адреналин, очень четко он понимает, что вот он сейчас умрет, и ему нужно что-то очень срочно делать. Вот, например, такой инстинкт существует. Потом есть физиология, тоже про это говорили, что и у человека, и у животных есть строение физиологическое, да, у нас есть организм и все такое. Способность адаптироваться к различным условиям существования. Ну, про животных легко объяснить это, да, что, ну, например, какой-нибудь заяц зимой меняет свой окрас, чтобы его не съел волк. Это и есть адаптация к условиям, да, он понимает, как ему, точнее, не понимает, а инстинктивно, скорее, действует, да, для того, чтобы его не съели, чтобы он выжил. Также у человека, только человек, осознавая, как бы адаптируется к разным условиям существования. Есть такой фильм, очень крутой,
Посмотри, если не видел. Фильм называется «Изгой» нулевого года. Там Том Хэнкс в главной роли. Там про то, как, короче, чувак попадает на необитаемый остров и с нуля начинает жизнь. Очень классный фильм. Посмотри, вот он про то, как человек может адаптироваться, городской человек, который привык к современной динамичной жизни, как он адаптируется к жизни на острове. И про то, как он все с нуля буквально начинает. Даже самые бытовые простые вещи, он их изобретает, можно сказать, для себя. Вот. Поэтому и человек в тяжелых условиях, и животные могут адаптироваться к разным условиям. Вот, окей, отметь, это важно. Ну и давай посмотрим на то, какое у нас будет задание. Про что оно будет, да, как нам эту теорию применить в ЕГЭ по обществознанию. Итак, давай впервые на этом курсе познакомимся с тестовыми заданиями. Сразу скажу, что тесты – это набор цифр будет в ответе. У нас будет условия к заданию и несколько суждений, которые будут выбирать, правильно они или неправильные. Правильно записываем, да, цифры отмечаем, записываем в ответ. Значит, смотри, у нас есть такое правило, пожалуйста, запомни его, оно очень важное. У нас в тестовых заданиях всегда от 2 до 4 вариантов ответа. Не бывает меньше 2, не бывает больше 4. То есть, если у тебя, например, в тестовом задании один правильный ответ, значит, ты ошибся. Вернись и посмотри еще раз. Да, наверняка что-то ты упустил. Если у тебя 5 ответов, то есть все правильные в задании, или 6 вообще у тебя там ответов, то значит, что ты, опять же, что-то сделал не так. Какие-то суждения нужно будет убрать, они лишние. Вот. Это только касается номера 1 и номеров на табличке. Типа там номер 3, номер 13, номер 15. Это номера на табличке. Они тоже не про это. Мы будем говорить про них позже. Вот. Все, что кроме номера 1 и номеров на табличке, там везде одно и то же правило. От 2 до 4 вариантов ответа всегда. Хорошо. Давай двигаться к заданию. Что нам предлагают? Выберите один или несколько верных, опять же, от 2 до 4. Светлане 26 лет. Нужно найти списки ее черты, качества, имеющие социальный характер. Ну, давай попробуем разобраться. Рост Светланы 164 сантиметра. Полный булщит и неправда, это не социальный характер, потому что это чисто биологическая вещь. Светлану никак не характеризует как личность, то, что у нее рост 1,64 м. Вот. У Светланы, как и ее мамы, абсолютный музыкальный слух. Вот тут сложно. Почему? Потому что, с одной стороны, музыкальный слух, что-то про социальное. У животных же там, типа, вроде как не наблюдается музыкального слуха. А с другой стороны, музыкальный слух, он же врожденный. И вот те, кто сейчас подумал, что музыкальный слух – это социальное, вы не правы. Потому что это биологическая черта. Опять же, почему? Потому что это врожденная вещь. Врожденная вещь, да, потому что, во-первых, да, подсказывают, как у ее мамы. То есть подсказывают, что она это как бы унаследовала от мамы. Да, музыкальный слух часто является врожденным. По крайней мере, в ЕГЭ по обществу. Вообще в жизни спорно. Врожденный, не врожденный. Но в ЕГЭ по обществу будет врожденный. Нам спалили здесь, знаете, чем? Вот этой вот фразой, про как ее мама. Третье. У Светланы от природы светлый волосы. Ну все, можно дальше не читать. От природы все, биологическое. Четвертое. Светлана ответственный работник. Это уже говорит о том, что это, во-первых, воспитывается. Да, помним про то, как мы говорили до этого, да, где у нас был слайд с тем, что типа то, что воспитывается, то и социально. Вот, это воспитывается. Ответственность воспитывается в человеке, поэтому берем. Пятое. Светлана интересует живописью. Тоже туда же. Воспитывается. Светлана любит водить автомобиль. Опять же, интересы. Да, любит что-то делать. Это социально. Это говорит о ней как о личности, а не как о биологическом существе. Хорошо. Давай посмотрим на верные ответы. 4, 5, 6 были верные ответы. 4, 5, 6. Цифру запишем в ответ, и это будет верным ответом на вопрос. Окей, ну и давай двигаться ко второй теме на сегодня. Она будет называться «Потребности». Отметь себе, сделай такой заголовочек. Будет называться тема «Потребности». Let's go, узнаем, что нам там будут спрашивать, что нужно про это знать. Погнали. Она будет побольше, чем тема биосоциальной сущности человека. И плюс мы еще в этой теме микротемку интереса затронем. Окей, про что тема потребности? Итак, начинаем мы с определения понятия. Говорим о том, как нам пишут, что это такое, что за потребности. Возьми себе любое, которое нравится. Самое комфортное, самое удобное, самое приятное. Можешь по Котову-Лесковой, да, тетеньке, которая ЕГЭ, можно сказать, составляют. Вот, и Кудина, у нее тоже неплохой. Давай с обоими ознакомимся, ты возьми одно самое комфортное. Потребности. По Котову-Лесковой, по их учебнику. Нужда человека в том, что составляет необходимые условия для его существования.
Ну окей, то есть это, нам говорят, что это то, что необходимо для выживания, да, потребности, да, чтобы человек там получал энергию, там типа еда, пища, все такое, чтобы он просто выжил. А вот у Кудиной, как мне кажется, чуть поинтереснее. Опять, давай на него взглянем. Потребности. Переживание человеком нужды в том, что необходимо для поддержания его жизни и развития личности. У них оно, типа, более полное, потому что у Котова-Лесковой складывается ощущение, что они говорят о потребностях скорее как о чем-то биологическом, о том, что, типа, вот для выживания необходимо, для существования. А вот тут нам говорят, да, у Кузиной, развитие личности, нам это подчеркнули, что потребности бывают не только биологические у человека, а еще и социальные и духовные. Мы сейчас про это скажем. Вот, поэтому я бы, наверное, взял по Кузиной, но ты бери какой хочешь. Окей, надеюсь, что понятно. Давай двигаться дальше. Теперь про то, какие бывают у нас виды потребностей. Начнем не с самых важных, начнем с того, что спрашивают не часто, но спрашивают. Потребности бывают индивидуальные и общественные. Давай сначала про индивидуальные поговорим. Потребности индивидуальные. Это какие? Те, которые относятся к отдельному человеку. Те, что есть у отдельного человека. Да? Те, которые необходимы чисто для него и не для кого больше. Да, как пишут. Потребности отдельного человека, связанные с конкретными условиями его жизни, особенностями его личности и так далее. Например, пища, сон и так далее. То есть, смотри, когда я хочу есть, это я хочу есть. Это не ты хочешь есть, это я хочу есть, черт возьми. Поэтому пища моя индивидуальная потребность. Сон. Также, наверное, видно, что я хочу спать. Вот, я хочу спать, а ты не хочешь. Поэтому сон моя индивидуальная потребность. А есть общественные. Те, которые нужны не лично мне, а в целом обществу. То есть мне, тебе и всем людям вокруг, они тоже нужны. Какие это потребности? Да, напишут, что типа для социальных групп потребности, которые не одному человеку, а всем. Это какие? Например, в правопорядке, в здравоохранении, в образовании можно добавить. То есть те, что необходимы всем людям для развития общества, а не просто чтобы чей-то конкретный интерес или чью-то личную нужду закрыть. Вот. Окей, отметь, можешь прям с примерами. Не скажу, что это прям популярная вещь, что она прям часто спрашивается, но может. Поэтому надо про это знать. Окей, let's go дальше. Вот теперь прям супер-мега важно. Это прям спрашивают, это база в теме потребности. Обязательно это отмечай. Значит, потребности бывают естественные, социальные, духовные. Самая базовая, самая частая классификация потребностей. Естественные, это какие? Это те, что у нас от животного мира, те, которые нам необходимы для выживания, те, которые просто, чтобы прожить, чтобы выжить. Их также называют первичные, биологические, физиологические. Это все преестественные потребности. Еще есть социальные и духовные. Социальные это какие? Те, которые связаны с обществом, с взаимодействием человека и общества. Они считаются престижные, это одно и то же, просто разные названия. И вторичные. Духовные, они же идеальные, и вторичные тоже. Духовные те, что направлены на развитие, на обогащение нашего внутреннего мира. Вот. Сейчас мы скажем по примерам к каждому из видов потребностей. Но перед этим давай разберемся, а почему, типа, естественные потребности, они первичные, а все остальные относятся ко вторичным? Тут такой очень будет несложный ответ, потому что пока мы не закрыли потребности биологические, мы не можем думать о социальных или уж тем более о духовных потребностях. Сначала человек должен быть сытым, выспавшимся и все такое, а уже потом идти общаться в коллектив, да, а уже потом идти что-то там узнавать, внутренний мир свой обогащать, смотреть кино и так далее. То есть первым делом, да, у нас потребности естественные, они на первом плане, да, без них невозможно удовлетворение более других сложных потребностей. Есть такая пирамида Маслоу, мы сегодня про нее, кстати, тоже скажем, это не обязательно для ЕГЭ, но рассмотрим, там про это очень хорошо сказано. Окей, давай перейдем к примерам. Примеры нам очень необходимы, очень нужны. Это номер 19, где нужно будет иллюстрации приводить. Это и план номер 24, куда будет неплохим пунктом вот это вот, да, добавить. Поэтому давай про это скажем. Итак, какие бывают естественные потребности? Те, что у нас также от животного мира. Тут странно. Почему? В пище, во сне. Бесспорно, согласен. Никаких вопросов. В одежде, в жилище. Уже странновато. Нам авторы говорят, то, что типа потребности биологические, общая черта и человека, и животного. При этом дальше нам говорят про то, что есть потребность в одежде и в жилище. Но у животного нету одежды, ну, жилище тоже, что неосознанно, может быть, какое-то. Вот. Не обустроено, скажем так. Вот. Поэтому смотри, как будет. В ЕГЭ это зачтут, это будет правильно. Вот. Но чтобы перестраховаться, добавьте какую-нибудь типа потребность в размножении, которая есть и у человека, и у животного, и которая
несомненно, относится к естественным. Чтобы, если вдруг будут примеры, если ты помнишь, что эти вот 3: пища, сон, размножение, то пиши их. Если вдруг забыл, то пиши вот то, что там предлагают одежда, жилище. Но, как в тестах, да, будет правильно. Ну вот для иллюстрации во вторую часть я бы их, брал бы так, прям с треском. Вот, окей. Теперь про социальные потребности. Какие там примеры у нас будут? К социальным, опять же, те, что про общество, про взаимодействие человека общества. Какие относятся? В общении. Ну, очевидно. Человек общается с другими, да, там социализируется, да, вникает в общество, интегрируется в общество, вот, поэтому, конечно, оно взаимодействует с обществом, напрямую взаимодействие, это социальная потребность, конечно. Окей, в труде. Вот тут может быть вопрос, типа, почему в труде социальная потребность? Очень просто, потому что труд, как я уже до этого говорил, это либо для общества, либо с обществом, либо и то, и другое вместе. В труде потребности. Когда человек трудится, он что-то производит, какие-то материальные блага, для общества. Да, все, что делает человек, весь его труд, он помогает развиваться обществу. И чаще всего труд бывает во взаимодействии с другими людьми. Поэтому труд тоже, несомненно, социальная потребность. В признании. Это значит в уважении, да, чтобы человека уважали, чтобы человек знал, что он важен другим людям. Так как, опять же, про других людей связано с другими людьми, с социумом, с обществом, поэтому, конечно, в признании социальная потребность. Окей, еще есть в занятии определенные позиции в обществе. Похоже на признание, только немножко другая. Это уже про социальный статус, типа стать директором, стать футболистом, стать певцом, не дай бог, кем-то еще. Вот, значит, это про, да, социальный статус, какую-то позицию общества занять, кем-то вот быть. Окей. И в заботе о другом человеке. Тоже понятно, почему социальное, потому что о другом человеке, да, так как социальное взаимодействие с обществом, контакт человека и общества, конечно, в заботе о другом человеке также социальная потребность. Можешь ставить на паузу, записывать, ну а я буду двигаться дальше. Теперь про духовные потребности. Про духовные, то есть те, что направлены на обогащение нашего внутреннего мира. Какие это потребности? Ну, во-первых, это потребность в самовыражении, да, и здесь речь не только о таком стереотипном понимании слова самовыражение, когда человек как-то очень ярко, например, одевается, как-то прятает во внешности, вот, не только про это, а еще про другие способы самовыражения. Например, творчество может быть самовыражением. Когда человек в красивом стихотворении, в красивой песне, в красивой картине запечатлил свои чувства. Вот, то есть самовыразился, то есть как-то себя обществу, да, транслирует свои ценности. Самовыражается тем самым. В поиске смысла жизни. Если бы на ЕГЭ по общаге был бы разряд типа философские потребности, то туда это было бы. Но так как такого разряда нету, есть духовный, поэтому к ним. Что еще? В творчестве, да, уже говорили, человек благодаря тому, что видит общество или сам его производит, он внутренне обогащается, его внутренний мир становится шире, да, так как творчество про чувства, про трансляцию себя, общество или, наоборот, познание творчества, все к духовному. Вот, ну и в познании, конечно, тоже мы что-то узнаем, да, там, сходили в музей, сходили в кино, куда-нибудь еще, что-то узнали, да, и свой внутренний мир пополнили, стали более умным, например. Вот. Последнее занятие, например, мое, стал более умным. Вот. Окей, значит, про духовные потребности. Такая вещь. Отметь и давай двигаться дальше. Короче, еще. Бывают потребности подлинные и мнимые. Это про что? Смотри, подлинные и мнимые – это такие потребности, которые у нас по такому критерию делятся. Навязанные, не навязанные. Подлинные, то есть типа настоящие. По мнению авторов, это те, что не навязаны. Те, что нужны человеку в любое время, в любую моду и всегда. Это пища, труд, познание. Такое ощущение, что просто взяли из каждого из видов потребностей, где вот биологический, социальный, духовный, взяли по одному. Пища, биологическая, труд, социальное познание, духовное, и получились подлинные потребности. Их примеры, да, то, что не навязано. И мнимые, те, что навязали нам мода, общество, вот это вот ваше общество, короче, нам их навязали, они могут даже потенциально причинить вред, типа алкоголь, курение. Вот, также там можно добавить, что, типа, знаешь, расточительство, то есть какое-то траты
тратить денег, да, когда человек очень жестко тратит деньги, даже между которых у него нет, он берет кредиты просто на ненужные ему вещи, например. То есть излишняя любовь к шопингу, к трате денег. Вот, например, такое можно назвать, да, мнимой потребностью. Или что-то вот в этом роде. Окей, не часто, но вкидывают. Давай тоже это зафиксируем. Ну и пойдем дальше. Обещал сказать про пирамиду Маслоу, буквально несколько слов. В ЕГЭ не пригодится. Знаешь, как можно сделать? Вот у нас на пути будет немало таких вот вещей, которые мы скажем, могут где-то упомянуть, могут где-то вкинуть, но напрямую спрашивают, да не спрашивают это напрямую. Вот, значит, вот, короче, что с этим делать? Зафиксируйте, там, заскриншот, не знаю, что-то типа такого, и сделай на устройстве, где сейчас смотришь, телефон, планшет, ноутбук, неважно что, сделай, короче, себе такую папку, типа доп. Материалы ЕГЭ по обществу, вот, Гришаня, и добавь туда вот эту вот штуку, и просто раз в месяц к ним возвращайся, пересматривай, напрямую не спросят, но где-то может пригодиться, в аргументации может пригодиться, в тексте в 17 могут вкинуть такой, а я это знаю, и будет тебе плюсик, будет легче, вот, короче, пирамида Маслоу, поговорим, трудно развиваться, когда не поел или негде жить, короче, был такой философ Маслоу, который от очень большого ума сделал такую пирамиду. И, короче, проранжировал все потребности. Самая высокая – это самая крутая потребность, и чтобы она осуществилась, необходимо удовлетворение всех других, более нижестоящих потребностей. Типа, да, как написали, трудно развиваться, пока не поел, негде жить. То есть сначала человек должен поесть, попить и вот эти вот, значит, срамные вещи. Слушай, я вот не знаю, что это такое. Вот, значит, когда он не понял нигде жить, и у него нету, да, неудовлетворенной потребности филологии безопасности, то он не может думать о том, как бы ему английский прокачать, о том, как бы ему там научиться программированию или чему-то еще. Вот, поэтому вот такая штука полезная, можешь зафиксировать. Ну, заскриншотить, предлагаю. Окей, let's go дальше. Теперь финальная такая микротемка на сегодня. Это интересы. Что у нас называют интересами? Итак, интересы, как нам пишут, это целенаправленное отношение человека, группы, кого угодно, к какому-либо объекту их потребности. О чем это сказано? О том, что, короче, интересы – это когда мы целенаправленно что-то пытаемся узнать, да, какой-то потребность целенаправленно пытаемся удовлетворить. Это наши интересы. Опять же, тема спрашивается редко, но тем не менее бывает иногда, поэтому лучше отметить. И виды интересов. На всякий случай. Какие будут виды интересов? Тут по разным критериям. То есть не просто АБВ, а тут прям по разным критериям. Нам нужно будет сказать, какие есть виды интересов. Ну, погнали. Значит, по сферам общественной жизни. У нас есть 4 сферы жизни общества. Экономическая, политическая, социальная, духовная. Подробно об этом скажем на уроке, который касается темы общества. Будет очень скоро. Вот. Значит, 4 сферы жизни общества. И вот по этим сферам выделяют интересы. Интересы экономические – бизнесом заняться, политические – пойти партию сделать, социальные – пойти пообщаться, духовные – пойти в кино. По временным параметрам. Долгосрочные, краткосрочные. Ну вот я долго интересуюсь, например, футболом. Или краткосрочные. Я только сегодня интересуюсь футболом. Значит, вот. И по критерию субъектов носителей. Значит, сколько человек в этом интересе? Индивидуальные. Только я люблю футбол. Вот. Групповые. Я и мои друзья любят футбол. Общезначимые. Интересы всего общества. Все в мире любят футбол. Вот так вот. Окей, значит, итак, может чем угодно, не только про футбол, про что угодно. Значит, вот такие вот вещи. Отметь и let's go. Ну и да и все. Значит, по поводу практики. Мы сегодня с тобой, давай зафиксируем, срезюмируем. Мы сегодня прошли с тобой темы биосоциальной сущности человека, потребности, интерес. Неплохо. Давай впервые сейчас я тебя познакомлю с номером 24, с планом. С кем я тебя могу еще познакомить, черт возьми. Короче, с планом. Go познакомимся. Но только перед этим решим одно задание, тестовую часть. Некий Виталя увлекается философией. Он стремится познать окружающий мир, совместно в нем много времени уделяет самопознанию и всему такому. Нам нужно найти в списке выделенные по разным классификациям характеристики данной потребности Виталия. Короче, он философ и пытается найти смысл жизни. Типа, что характеризует эту потребность? Ну, go, порешаем.
Материально нет, да, потому что это неосязаемо, философия это о высоком, понимаете. Идеальное, да, ложное, нет, она не навязана, биологическое, нет, у животных этого нету, подлинное, да, синоним идеальный, точнее, духовный синоним идеальный, подлинное не синоним, вот, я дебил, духовное синоним идеальный. Окей, итого, 2, 5, 6. Да, все, супер. Окей, простое задание, такое появится в ЕГЭ, будешь крутым. И теперь, наконец-то, про то, кто такой номер 24. Let's go, узнаем. Итак, номер 24 – это то задание, в котором нам предлагается составить план некого доклада. Давай немного введу тебя в лор, чтобы ты не пугался. Короче, нам предлагают такую историю на ЕГЭ. Ты приходишь, номер 24 тебе попадается. И тебе говорят, вам учитель предлагает ставить выступление по какой-то теме. Давайте тему. И говорит, а вот сделать нам некий план вашего выступления. Подготовьте нам его, видите ли. Вот просто на ЕГЭ сядьте, подготовьте план вашего выступления. Что, слабо, что ли, вам? Но на самом деле, это просто краткий пересказ, подробный, но краткий, пересказ темы, которые нам дадут. В формате пунктов и подпунктов. Сейчас я тебе полностью расскажу, что за пересказ, что за пункты и подпункты, как с этим жить. Вот, let's go. Смотри, давай рассмотрим такой пример номера 24. Сразу говорю, что это все просто ложь. Никакого доклада, никакого выступления тебе готовить не надо. Это просто условность, просто контекст, который дает тебе задание. На самом деле это очень простое задание, просто пересказать тему, и все. В этом дают тему биосоциальная сущность человека. И нам нужно просто в формате пунктов и подпунктов написать все, что мы про эту тему знаем. Давай полностью прочитаем задание. Используем обществоведческие знания. У нас такие есть. Составьте сложный план, позволяющий по существу раскрыть тему биосоциальная сущность человека. Сложный план должен содержать не менее 3 непосредственно раскрывающих тему по существу пунктов, детализированных в 3 подпунктах. Вот если ты не готовился, приходишь, читаешь это, думаешь просто «Здравствуй, небо в облаках». Здравствуй, ладно. Значит, как это решать? Что здесь делать? Смотри, мы должны вспомнить все, что у нас было в этой теме, что можно выразить в пунктах и подпунктах. Как правило, любой план – это попадают в обязательные пункты. Виды, примеры, функции, признаки, структура и все типа такого. Это же такая штука по KFC называется, типа план по KFC, типа К – это классификация, Ф – это функции, С – это структура. Вот. Значит, например, мы помним, что к нашей теме подходит момент, где мы говорили про теории возникновения человека. Да, мы помним эту тему. Буквально можем вот так вот сделать, вернуться вот сюда и понять то, что просто вот все, что у нас было в презентации, буквально вот это вот взять и оформить пункт и подпункт. Пункт, подпункты. Пункт, подпункты. Просто, да, специально занятие построено мною так, чтобы ты мог легко это задание решить. Окей, значит, как все это решать? Что делаем? Решение. Да, пишем название пункта. Пишу, да, теории происхождения человека, название пункта. И подпункты. Подпункты – это просто то, что мы говорили. Какие есть теории происхождения человека? Теологическая, эволюционная, трудовая. И вот так вот нужно 3 сделать. 3 любых, да, вещи, которые мы помним вот из темы. Нам нужно 3 таких пункта с 3 подпунктами. Ну, давай прикинем, да, что мы можем сделать. Спалил немножко ответы. Давай попытаемся без ответов, да. У нас было что? Ну, например, да, про теорию сказали. Давай скажем про то, что относится, например, к биологической сущности человека. Это были антон-физические черты, это были рефлексы, инстинкты и уникальный набор генов. Вот, пожалуйста, пункт, да, и подпункт, 3 подпункта. Можно вспомнить про социальную сущность. Да, это творчество, это также у нас было... Что у нас было, господи? Представляешь, забыл. Творчество у нас было и социальной сущности. Вот так вот в жизни бывает. Значит, я попытаюсь вспомнить, я не буду намеренно не буду лезть в слайд и попытаюсь вспомнить. Значит, творчество, творчество. Потом у нас было что-то про сознание и разум, да, мы говорили, и про
Про трудолюбие, да, у нас было, про готовность к общественно полезному труду. Все, вспомнил. Вот, тоже посидишь, на экзамене вспомнишь. Вот, значит, 3 вещи прикинули, вспомнили, пункт с подпунктами сделали. Окей, что еще у нас было? Что-то было еще. Например, можем еще дать общие черты человека и животного. Да, мы говорили, что человеческая сущность, можно отдельно еще придумать как общие черты человека и животного. Будет не лишним. Это, например, наверное, только не повторяться, а если не повторяться, то часто ничего и не сделаешь. Ну да, ну и пофиг тогда. Окей, давай посмотрим на ответы, да, которые у нас были. Итак, мы сказали 3 пункта, 3 подпункта, да, у нас получилось. Давай поглядим на то, что нам предлагают. Итак, понятие, да, у нас есть теория происхождения, записали социальная сущность, так сказали, биологическая сущность человека, окей, отметили, да, тоже говорили, и черты отличающие попали. Вот, значит, как вообще было бы топчик это задание делать? Смотри, план — это единственное, по сути, единственное задание в ЕГЭ, где нам нужно написать больше того, что мы и так уже знаем. Больше того, что требует. Смотри, план — это, по сути, единственное задание в ЕГЭ, где нам нужно написать больше, чем от нас требуют. Вот нигде не нужно писать больше минимума, только в плане нам нужно будет дать больше минимума. Вот. Вот такие вот вещи у нас в ответах, да, примерно то же самое мы и накинули. Нам нужно попасть в 3, да, любые от составителей, да, которые вот они придумали пункты. По случаю непросто, поэтому пиши больше 3 пунктов. Лучше 4, а еще лучше 5. Вот. Да, ставят 4 балла за это задание, что очень много. 3 за структуру, да, то есть за то, что мы правильно все напишем, и по смыслу имею в виду, правильно пишем, и 1 за корректность формулировок. То есть, если у нас не будет опечаток, если не будет никаких слов, выбивающихся из общего смысла, тогда балл тоже поставят. Если не будет никаких слов, да, не соответствующих теме. Окей. И все. По источникам. Что можешь сам прочитать? У меня в телеграм-канале есть все учебники оцифрованные. Переходи, можешь знакомиться с оригиналом. Боголюбов, 6 класс, параграф 1.4, Котова-Лескова. Учебник за 10 класс, параграф 1, то, про что мы сегодня говорили. Ну что, это было первое занятие на курсе бюджет. Спасибо тебе большое, дорогой мой ученик или подруга. Спасибо большое за занятие. Выше ты найдешь другие занятия. Занятия 2, 3, 4, и так их будет очень много. Отчасти я их буду выкладывать на YouTube, вот, YouTube, но отчасти, да, будут, не все, да, здесь занятия. Также скажу то, что очень важно решать домашку. Где ее найти? Да вот, тут висит же внизу все это время. В моем телеграм-канале домашки есть. Переходи, решай домашку, там же будут и ответы, проверяй себя. Практика — это очень важно, это просто супер важно. Поэтому не упускай, можешь сделать домашку, переходи, забирай домашку. Решай. Это то, что ты увидишь на экзамене. Спасибо тебе большое за урок. До скорого!